Vontar R5, Android TV, как они заявляют, вот такой вот действительно бюджетный, дешевый на Realtek 1325, но что же там внутри и вообще откуда он взялся и почему так дешево, а дешево действительно сейчас мы посмотрим, будем разбираться сегодня на канале Технозон, так что давайте с обзорчиком такой вот Vontar R5. Поехали, сказал бы я, если бы я не должен был еще сказать вам, чтобы вы подписались, нажали колокольчик, ну чтобы пропустите все наши интереснейшие обзоры. А вот теперь поехали. Ну что, мы с вами на AliExpress, и стоит он 4х32 версия, 4х30, это, да, 4х32, $34. Есть 4х64, стоит $36, а есть 2х16, которые стоят $30. Да, и вот, чтобы вы понимали, сразу вам так правду матку, вот мне сейчас подадут, а ну подай мне, пожалуйста, GT1 от Rocktech. Я вам скажу так, что это один и тот же, только GT1 это сертифицированный ТВ-бокс, вот такой вот, да, вот у нас вот он есть, давай мне пульт, пожалуйста, на том же процессоре Realtek 1325, с той же поддержкой HDR, HDR10+, и HLG. И здесь, правда, есть Netflix 4K HDR с Dolby Atmos, есть регулирование скорости воспроизведения в YouTube, чего нет, например, в том же самом Vontar R5. Ну и память, конечно же, 2х32, и, в принципе, что мы там с вами, больше ничего здесь не имеем. Ребят, очень интересное решение, именно те, кому нужен Rocktech GT1, ну, либо в Украине, если вы живете Nexon X12, именно сертификат, то ссылка в описании под видео с промокодиком Технозон, то есть в Украине это можно купить. Но что же такое Vontar R5? Vontar R5 не сертификат, полный не сертификат. На боках у него, вы вот сейчас видите, я вам показываю, 2 USB 2.0, есть HDMI, LAN RJ45 на 100 мегабит, аудио-видео выход и нет SPDIF. Но на Nexon X12, либо на том же самом Rocktech GT1 есть SPDIF, то есть в этом разница, то есть комплектно Nexon X12 намного интереснее. Давайте я вам сейчас покажу вот на technozon.com.ua, можем так посмотреть. Это, кстати, в Украине наш фирменный магазин. Давайте возьмем. Вот Nexon X12, это 2х32, и вот он, конечно, стоит подороже, чем $30, говорю сразу, но опять же, я вам говорю то же самое, что здесь все-таки сертификат, и мы имеем Netflix полноценный, и все стриминговые сервисы будут работать в порядке. R5 немножко для других целей. Ссылки закину в описании под видео. Блок питания у нас 5 вольт 2 ампера, в отличие от 12 вольтового в Nexon X12, том же самом, либо Rocktech GT1. Ну и на коробочке они, конечно, заявляются AIPQ, ASR, QMS, VRR, V1, VP9, короче, до хрена всего заявляются. VS10 здесь нет. Потом ASR, показываю сразу вставочку, работает, то есть вот этот вот апскейлинг низкобитрейтных видео работает, как в принципе и в более старшей версии на Rocktech, либо на Nexon. В остальном все, даже вот знаете, что удивительно, даже HDR10+ делали, молодцы, молодцы. Все, ребят, ссылка в описании под видео, давайте переходим на сам ТВ-бокс. Первое, на что хочется обратить внимание, это то, что здесь Android TV, хоть и не сертифицированный, но Android TV не Google TV. Это хорошо, давайте так говорить, потому что Google TV все-таки не такой кастомизируемый. Здесь мы хотя бы можем с вами, в принципе, убирать и перемещать, допустим, каналы рекомендаций и что-то с ними делать. В Google TV так не получится. Дальше у нас с вами, ну, здесь стандартно, вот Android TV со всеми фишками. На Netflix сразу не смотрите, его здесь физически нет, он абсолютно черный, то есть здесь нет сертифицированного Netflix, и будет обман, если кто-то скажет, что он здесь есть. Если пойти в AIDA 64, то мы увидим с вами R5 ATV на Realtek 1325, 4х64, это вариант. Cortex A55 по 1,7 ГГц, и за отображение отвечает Mali G57. Работает все достаточно быстренько, но меня смущает то, что у нас Connect здесь 286 мегабит. Сейчас будем проверять скорость. Это вообще на какой сети? Это 5 ГГц. Интересно, Android 14. Температура. Ну, температуру мы сейчас включим
оверлей. Ну, по кодекам все так же, как в 1325, в принципе, есть AV1 кодек, есть VP9 и тому подобное. Тут как бы вопросов нет. Хорошо, с этим мы поняли. Давайте пойдем по кодек инфо и сразу посмотрим AAC, чем они отличаются. Теперь дальше MLAV. Ну, ничего нового, того, что я не видел. Опа, а у него нет ни одного аудиокодек-декодера по типу AC3. А теперь смотрите. У него нет аппаратных кодеков. В принципе, с этим и связано, что если вы не включили режим проброса, вот почему он стоит дешевле. Если вы не включили режим проброса, то при включении, например, Dolby True HD, TV-бокс будет перезагружаться. Это факт. Мы это попробовали. Нет аппаратных AAC кодеков, то есть нет никакого AC3, вернее не AAC, AC3, EAC3, то, чего есть, допустим, в том же Nexon. Вот это вот вопрос интересный. По видеокодекам аппаратный AV01 видим. Есть он C2 Realtek, хорошо. AV1 есть, VP9 есть. VP9 есть, хорошо, все тоже есть. А вот по поводу Widevine L3, все, он не сертифицирован полностью, забудьте. Теперь по мультимедийным возможностям. Кстати, Google Play здесь, вот мы случайно клацнули, Google Play здесь Android TV-шный, в принципе ничего нового, ничего интересного нам не предоставит. По мультимедийным возможностям, по YouTube. 4К, HDR, HLG в данном случае отрабатывает отлично. Давайте я сейчас включу вот эти вот настройки все, чтобы мы видели. Сразу говорю, что нет скорости воспроизведения, просто недоступно то, что есть на сертифицированных устройствах. И давайте выберем качество. Не смотрим пока на дропы, я сейчас скажу вам как есть. Вот мы сейчас выйдем и перезапустим ролик, рестартанем его. Рестартуем и давайте посмотрим, что у нас получится. Опять переключает на 2К. Я вам объясню. В 4К будет порядка 10% дропов. Это вы сейчас видите в VP9. Если вот вы сейчас видите вставку, ну давайте сейчас 4К включим, именно даже на VP9 без HDR, как он проигрывает. Так, смотрим, есть базовые дропы 29, будет сыпать, не будет, сейчас увидим. По чуть-чуть, это на VP9 на простом, если на AV1 кодеке, сейчас будет по-другому. На AV1 кодеке 4К HDR есть чуть-чуть вот дропов, где-то 10%, это факт. В сертифицированном Rocktech GT1 и в Nexon X12 таких дропов нет. Давайте мы сейчас с вами перейдем на Wild River 4К и посмотрим, что у нас получится. Вот 4К, ну здесь сейчас VP9, здесь дропов не должно быть, то есть VP9 нормально. Ну и то там по чуть сыпет, не страшно, это вообще абсолютно не страшно. Это абсолютно нормально, когда там есть какие-то одиночные дропы, просто... А вот когда ты проигрываешь уже на большом телевизоре 4К HDR10, то там где-то порядка 10%. Ну вот это та закономерность, которую я нашел. Другого ничего выяснить не удалось. Но в принципе к YouTube особо вопросов нет. Это я говорю правду. То, что там сыпят какие-то одиночные дропы, вы их абсолютно не увидите и как бы не будет у вас вопросов. По поводу OTT-сервисов. Тут у нас как бы тоже особых вопросов не было, потому что мы переключаем там каналы. Абсолютно все быстро переключается. Давайте поклацаем каналы. Насколько быстро? Да не, все отлично. Вопросов с OTT-сервисом у меня вообще не возникало. В принципе, последнее время вообще очень редко, когда я вижу ТВ-боксы, которые там как-то там с интерлейсом у них проблемы, либо еще чего-то. Вроде бы все хорошо. И у нас получается из мультимедиа, давайте еще проверим с внешнего проигрывателя. Ну, в принципе, с Kodi, как всегда, на Android 14 там проблемы. Каждый запуск у нас требует включения доступа. Тут, я не знаю, Kodi придется ставить из стороннего источника через сайт, потому что слетает постоянно у нас настройки. Вот здесь вот первое, что кроется. Если вы не включили в настройках режим проброса звука, я вам сейчас покажу, то в настройках в Kodi вы даже не увидите режимов пробросов никаких. И при воспроизведении какого-либо формата, допустим, Dolby Digital, Dolby True HD, TV-бокс уходит в перезагрузку. В данном случае после включения проброса это пропадает, все отлично работает. Давайте включим Sony... Нет, давайте LG New York 4K. Тут самый показательный ролик, очень высокобитрейтный, с HDR10, но почему-то он сейчас в буфере постоянно. Ну, не должно быть. Нет, все отлично. Все хорошо воспроизводится.
со стороннего источника вы можете смотреть, допустим, с внешнего носителя. Что говорить о звуке? Давайте включим Dolby True HD. У нас с вами Dolby True HD появился, все есть. Это при включении, еще раз говорю, проброса. Декодера здесь нет. Dolby Digital Plus, хорошо. DTS HD Master Audio, хорошо, в пробросе есть. И DTS обыкновенный тоже у нас в пробросе имеется обыкновенный DTS. И мы с вами получаем в сухом остатке TV-бокс, в котором в принципе вроде бы работает все, но не все. Только тупо пробросы, тупо какие-то костыли, ничего сертифицированного здесь нормально работать не будет. Vimeo Media Player. Попробовали с вами голосовой поиск работает. Ну, пока он загружается, давайте глобальный попробуем. Фильм Черкасы. Достаточно все быстро, хорошо работает. Ну, тоже только в YouTube, все как обычно. То есть голосовой поиск работает, глобальный, мы все знаем, как с определенного Android он перестал работать. Да, там были моменты, Google сам так решил. То есть те, кто заплатят, те будут в глобальном поиске. Кто не заплатит, те не будут в глобальном поиске. Смотрим, проверяем автофреймрейт. Да, автофреймрейт, все частоты есть, хорошо, с этим отлично. Ну, тут как бы вопросов тоже не должно было возникнуть. Давайте пойдем чуть-чуть по настроечкам полазим. Смотрите, что есть. Есть монитор вот этих вот температур. Мы сейчас сделаем обязательно тротлинг тест, если он установился. Ну, посмотрим, что-то устанавливалось, не установилось, я понял. Все равно сделаем. Вообще он не греется практически, но hardware монитор, если вы держите, он всегда будет вызывать дропы и плюс где-то 3-4 градуса нагрева. Есть у нас режим автозапуска, когда вы можете выбирать приложение автозапуска, это очень классная тема. В пультах и аксессуарах у нас управление сторонними устройствами, допустим, как это реализовано в Rocktec GT1, либо в Nexon, имеется в виду, что чтобы одним вот таким вот пультом управлять еще и телевизором, и саундбаром, либо там панелью включения-выключения источник сигнала, и он не будет так работать. Есть у нас настройки устройства. В настройках устройства, если мы с вами перейдем об устройстве, то мы видим Android 14. Питание, энергопотребление, ничего здесь нового нет. Смотрите, у нас тут единственное ограничение сети в режиме ожидания, сокращает расход в режиме. Я бы не ограничивал бы, честно вам скажу. Иначе отвал будет. Дальше. Экраны по видео поддерживают до 4К, ну, грубо говоря, будет 4К 60, либо если у вас есть, допустим, VRR QMS, не обязательно VRR телевизор, именно нужен QMS телевизор, там у нас будет с вами еще такой режим 48-120. Дальше есть HDR адаптивный. Именно адаптивный. В настройках дисплея есть AISR, который мы уже с вами могли с вами протестировать. То есть все отлично. У нас есть стандартный тест на AISR. И все, в принципе, что у нас здесь есть. Использовать частоту кадров. Это у нас только с плавным переходом. Это QMS всегда, либо никогда. И расширенные настройки экрана. Здесь мы можем посмотреть с вами форматы. Форматы, я вам скажу сразу, HDR10 плюс есть. А вот в настройках аудио, тут вот для того, чтобы у вас хотя бы хоть как-то через HDMI выход появился, то нужно выбирать здесь автоматический. Потом HDMI RX аудиоформат RAW. И выбирать аудио в расширенных настройках режим сквозного выхода HDMI. Иначе не будет у вас звука вообще никакого. Он просто будет пробрасывать, сам-то он не умеет декодировать, он просто будет пробрасывать оригиналы. По настройкам больше ничего интересного для нас тут нет. Единственное, что тут есть еще, вот я не обратил внимания, не показал вам. Смотрите, TV App, это у нас выбрать любимое приложение, это по кнопке. Кстати, пульт же у нас Bluetooth, насколько вы поняли, да, по кнопке мы можем вызывать вот такое вот, приложение включилось. И можем мышкой управлять. Давайте окей, выберем. Ой, мышка какая медленная. Ну, сейчас попробуем, сможет ли он. Вот теперь засада. Поняли, мышь не реагирует. Если зажать кнопку выбора и вверх попробовать протянуть, то мышь так не работает. Это плохо, это плохо. Ну ладно. То есть сейчас мы включим дисплей CPU температура. Я думаю, что нам хватит 10 минут по-хорошему. Если он доделает его. Блин, какая мышка медленная. Ну, там можно, в принципе, это все изменять. Я думаю, что там тоже проблем не будет.
и стартуем наш тест. Ну, смотрите, заканчиваем тест. Я вот вам скажу, 73 градуса максимальное, что я вижу температуру. Я сейчас тормозну, он, конечно, отображается не очень правильно. А вот его как теперь остановить? Смотрите. График зеленый, хорошо, тут вопросов нет. И максимальная температура действительно 73 градуса. Тоже очень хорошо все получилось. Не вижу проблем. Перегревов в ТВ-боксе нет. Дальше надо бы нам с вами проверить, например, сетевые возможности. А ну давайте, аналитик. Будем искать сейчас голосом. Аналитики, все понятно. Ну давай попробуем этот интернет-спид-тест. Он, кстати, тоже неплохо. Он тестирует конкретно стриминговые платформы. Давай попробуем спид-тест. Аналити недоступен здесь. Аналити всегда доступен на ТВ-боксах, здесь нету. Вот так вот, не захотели они. А ну давайте попробуем ввести вручную. Ну это прям плохо. Это значит, что есть приложения, которые недоступны в Android Market здесь. Нету аналити. Недоступно. Вот видите, недоступно в Google Play Market на этом устройстве. К сожалению, но мы все равно сможем с вами протестировать. И 5 ГГц Wi-Fi. Давайте посмотрим. Стартуем. Слабовато. 114, 138, 144. Посредственный. Посредственный Wi-Fi, в отличие от того же самого Rocktech GT1, там где Wi-Fi под 300, под 400, 300-350 мегабит. Здесь он конкретно 2,4, 5 ГГц посредственный, хотя тоже можно списать на тест. 226 на отдачу. Будем ориентироваться, что где-то 230 возможно достичь. Да, в принципе, может и хватить для чего-то. Давайте 2,4 протестируем. Подключено. Давайте включаем интернет-спид-тест, тестируем. Ну и 2,4 выше среднего. Неплохо, очень неплохо. 82 мегабита, 90 мегабит. Очень неплохо. Тут я ничего говорить не буду. Ну, знаете, я мог бы, конечно, наговорить всякой гадости, но не будем мы опускаться до уровня других. 89 на... Ну, давай. На 80. Включаем LAN RJ45 и пробуем тест на нем. Проверяем подключение. Все подключено к LAN RJ45. И пошли обратно в интернет-спид-тест. Кстати, интернет-спид-тест достаточно... Там мои результаты. Интернет-спид-тест достаточно информативный тест. Один из информативных. 100 мегабитная сеть у нас выдает 100 мегабит. Все. Тут вопросов нет. 96 мегабит на загрузку, плюс служебный трафик. 97 даже. И на выгрузку 97,6. Все. Что можно еще на этом ТВ-боксе делать? Поиграть? Ну, давайте так. Все нестандартные методы просмотра, про которые вы знаете, там Matrix и тому подобное, ограничений нет. Мы пробовали, все работает. Не можем сильно сейчас в YouTube на эту тему распространяться, но там вопросов нет. Во что можно поиграть? Да, в принципе, все, что есть в маркете, поиграть можно. Достаточно... Давайте сейчас подключим геймпад. Сейчас наш. Достаточно нормально все отрабатывает. А ну-ка. Сейчас включим наш геймпадик, посмотрим, как он подхватится. Опа. И какую-то одну игру там, давайте. Асфальт 8. Так, пробуем поиграть. Ну, давайте гонку. Пока грузится, в мини-игру зашпилим. Сейчас посмотрим. Так. А ну-ка. Посмотрим. 77 градусов, 78. Ай-яй-яй. Если при просмотре контента у меня не возникало таких вопросов с перегревами, то тут я вам могу сказать, и он пошел во фрезовочку небольшую, потому что плавным эту игру не назовешь. Смотрите, она в профрезовке 80, да. А на фрезу, изначально 14 Android и на несертификат накатить, и с охлаждением, которое в принципе нам дает для просмотра контента, которое дается, еще куда ни шло, 81 градус.
81. Я думаю, что прогреть можно его до градусов 85 со временем. Хотя, ну слушайте, играется. В какие-то незатейливые игры, в какую-то аркаду поиграть можно. Использую GameSear T4 Pro. Но давайте так. Я готов сделать выводы, и мои выводы, 82 градуса. И мои выводы таковы, что имея, например, сейчас отдаем геймпад, я вам скажу так, мои выводы таковы. Если стоит выбор между GT1 Rocktech и, допустим, R5, я всегда выберу Rocktech GT1. Я вам объясню, в каких случаях можно покупать R5. Это неплохой ТВ-бокс, это достаточно взвешенный ТВ-бокс получился. За $30 он однозначно войдет в топ. Смотрите, процессор 1325, да, Realtek. Есть фишки искусственного интеллекта AISR, да, нормально. Вот давайте я сразу сейчас включу еще захват экрана и покажу. Видите, как они заявляют: Android TV, Google Play, Netflix можно сразу вычеркивать, GeForce, Disney, здесь ничего, Prime Video, все этот. AIPQ, да, он есть. AISR есть. Для Wi-Fi 6 слишком посредственный Wi-Fi модуль. Ну давайте, сейчас мы посмотрим. Вот, HDR10 Plus есть, я подтверждаю. H265 кодек AV1 VP9 есть. Но 100 мегабитный LAN и что еще? Да, и в принципе все. Они здесь и не заявляются про аудиодекодинг AC3, там EAC3 и тому подобное. Они здесь конкретно пишут, что у них нет декодинга полноценного звука. И самое интересное, они здесь даже про HDR10 Plus не пишут. Тут уже либо вы подтвердите, либо мы должны понимать, что вообще происходит. Но, смотрите, если вы чисто вот OTT, IPTV, там какие-то фильмецы с жесткого диска, либо какие-то нестандартные методы просмотра, то этот TV-бокс отличное взвешенное решение. За 34 бакса можно получить, извините меня, 4 на 32, за 36 4 на 64. Или можно еще получить дешевле его с нашим промокодом, если вы на aliexpress.com покупаете. Это хорошо, но у вас нет аудиодекодинга, у вас нет Netflix, у вас нет DRM L1, у вас нет, допустим, того же самого нормального Wi-Fi, который там 350-400 будет вытягивать, как, например, в том же Rocktech GT1. Это если брать, но в Rocktech GT1 2 на 32, там 2 гигабайта оперативной памяти. Здесь можно брать 4. Но здесь также нет декодинга аудио в 5.1, в 7.1, да, в Dolby True HD есть только проброс, а здесь есть декодинг, и в этом вся разница. В этом вся разница. HDR10 Plus неподтвержденно присутствует. Я могу его рекомендовать, если вы не готовы платить больше. Ну реально, хотите 1325 с фишками искусственного интеллекта, они у вас здесь будут. Хотите сертификат, то и вот именно на таком проце, то либо это, либо уже GX1 брать и не морочить себе голову. Хотя вот эта штука стоит, ну извините меня, там сколько там, дороже чуть $50, где-то 50-60 долларов. Тут уж как есть. Давайте так, я рекомендую, но с оговорками на то, что здесь вот есть определенные моменты. Это дропы HDR10 в YouTube 4К 60 FPS в AV1 кодеке. Отсутствие декодинга 5.1, 7.1, есть только проброс, больше ничего нету. Отсутствие DRM L1 или Netflix сертификации, да, то есть мы говорим Wi-Fi слабенький, не слабый, посредственный. То есть это такой средний Wi-Fi 5 ГГц и хороший 2.4, тут вот будем говорить честно. Ну и само собой, то есть есть какие-то недоработки по типу выбросов при попытке без проброса проиграть какой-то 5.1 звук, да, там есть у меня перезагрузы были. Поиграть я вообще не рекомендую, потому что греться будет безбожно 82, это мы поиграли сколько? Минуту, 82 градуса, нет, не для этого. Хотя сам по себе во время воспроизведения контента я температуры выше 72-73 градусов не видел ни разу, то есть с этим поработали. Плюс здесь нет инфракрасного управления дополнительными опциями в вашем пульте, хотя он Bluetooth и голосовой, в отличие от GT1. То есть вот эти вот все, если вы готовы с этим всем мириться, то это классный, шикарный ТВ-бокс за 34 бакса. То есть я вам говорю чистую правду. Если не готовы, то тут уж присмотритесь к чему-то другому. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.